Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о приходе Антихриста и сценарии апокалипсиса в клипе группы Viagra LML. Клип группы Viagra на песню LML вышел еще в 2006 году. В то время в состав музыкального коллектива входили Вера Брежнева, Ольга Корягина и Альбина Джанабаева. Ролик на песню LML получил огромную популярность и активно транслировался по всем музыкальным каналам страны. Официально творение группы Viagra позиционируется как баллада о любви. На деле же в клипе показывается приход Антихриста и разыгрывается один из возможных сценариев апокалипсиса. Видео переполнено жуткими образами и символикой иллюминатов, которая демонстрируется предельно открыто. Песня LML была написана для Viagra Константином Меладзе, являющимся по совместительству продюсером группы. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев. В 2006-м он только начинал свою карьеру, однако его работы уже тогда отличались особым символизмом. На первых секундах ролика мы видим астероиды, летящие к нашей планете. На одном из них находятся участницы группы Viagra. Они сидят спина к спине, прислонившись друг к другу. Образ певиц дает отсылку к древнегреческой богине магии, колдовства и всего таинственного Гекате. Это трехликая богиня. Очень часто ее изображали в виде трех девушек, которые были соединены спинами. И именно это мы и видим в клипе. Не менее символичны наряды солисток Viagra. На певицах надеты платья белого, черного и огненно-красного цветов. Они соответствуют расцветке коней всадников апокалипсиса. Наездник на белом коне несет в мир эпидемии и болезни. Всадник рыжего коня олицетворяет войну, а вороного – голод. Что интересно, когда солистки Viagra исполняют сольные партии, показываются они именно в том порядке, который соответствует появлению всадников апокалипсиса. Далее в кадре снова показывается Земля. К ней устремляется яркая вспышка света, которая может символизировать Люцифера. Имя его переводится как «несущий свет», а само название песни очень созвучно с этим словом. Спустя пару секунд перед камерой появляется Ольга Корягина. В кадр попадает лишь половина ее лица, что дает отсылку к символизму всевидящего ока. Следом мы видим один глаз Джанабаевой, которая смотрит через узкую щель. Далее в клипе показываются два черных металлических светильника, которые подсвечиваются изнутри красным светом. Они раскачиваются в разные стороны и напоминают колокола. Когда камера делает на них акцент, слышится тревожный звон. В давние времена колокола использовались не только во время богослужений, но и в качестве сигнала опасности. В клипе они являются предвестниками апокалипсиса. На следующих кадрах попеременно показываются все солистки Viagra. Их волосы разлетаются в разные стороны и периодически прикрывают один глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. Далее камера делает акцент на одном из светильников. Лампочка внутри него разбивается и гаснет. Это символично показывает, что мир погружается во тьму. После этого участницы Viagra начинают исполнять сольные партии. Первой в кадре появляется Ольга Корягина. На певице надето белое платье, что соответствует цвету коня первого из всадников апокалипсиса, несущего в мир болезни. На ногах у Корягиной надеты красные босоножки, дающие отсылку к психоделической сказке «Волшебник страны Оз» и программе контроля сознания МК Ультра. Один глаз артистки периодически прикрывают волосы. Девушка сидит на старом ободранном стуле на фоне апокалиптических образов. Далее в кадре появляется один глаз Джанабаевой, что подчеркивает символизм всевидящего ока. После этого певица оказывается в похожих апокалиптических локациях. На артистке надето огненно-красное платье, соответствующее расцветке коня второго всадника апокалипсиса, несущего войну. Альбина подходит к старому потертому дивану и садится на него. Данные кадры напоминают эпизод из фильма «Матрица», в котором Морфеус показывает Нео, как выглядит настоящая реальность. Следующий куплет исполняет Вера Брежнева. Одета она во все черное, что символизирует третьего всадника апокалипсиса, несущего голод. Брежнева стоит рядом с двумя вороными конями. Черный конь олицетворяет ночную тьму, смерть и магию. Локация, в которой находится артистка, несколько отличается от предыдущих. Она более мрачная и холодная. При этом кажется, что с неба падает снег. Это может давать отсылку к ядерной зиме, результатом которой и будет голод. Когда певицу показывают крупным планом, в различных вариациях подчеркивается символизм всевидящего ока.
Далее в клипе участницы группы Viagra попеременно показываются все вместе и поодиночку. Практически постоянно один глаз девушек прикрыт волосами. Самой жуткой и символичной является концовка ролика. Астероид достигает своей конечной цели и падает на Землю. В результате в разные стороны распространяется разрушительная волна. Данные образы также напоминают ядерный взрыв, что в настоящий момент представляет более вероятный сценарий гибели нашей планеты. На это намекают и кадры, показанные несколькими секундами позже. Ольга Корягина раскрывает над своей головой белый зонт. Это дает отсылку к так называемому ядерному зонтику, представляющему собой сложную систему защиты определенной территории от возможного ядерного удара. Сразу после этого в клипе показывается толпа одинаковых мальчиков. Жутким голосом они поют строчки из песни. Мальчики дают отсылку к главному герою фильма «Омен», снятому еще в 1976 году. Согласно его сюжету, семейная пара после смерти родного сына усыновляет мальчика неизвестного происхождения. Спустя несколько лет супруги узнают, что их приемный ребенок – Антихрист, который пришел в этот мир, чтобы установить власть сатаны. Таким образом, в клипе мы видим, как после 3 всадников апокалипсиса и ядерного взрыва к власти приходит Антихрист. Он представляет собой не одного человека, а целую армию клонов с одинаковыми движениями и мимикой. Данный факт символично показывает, что Антихрист – это не отдельная личность, а собирательный образ всех, кто против Христа. В последние времена таковых станет очень много. Мальчик, играющий в клипе Антихриста, периодически показывается с прикрытым глазом, что вновь подчеркивает символизм всевидящего ока. Что касается текста песни, в нем напрямую говорится о дьяволе и заключенной с ним сделке. В припеве солистки Виагры поют о том, что их души находятся во власти Люцифера, которого они называют «Лучик, мой любимый». «Удержи, не отпускай, мое сердце у тебя в руках, ты один меня согрел, лучик мой любимый ЛМЛ». Дьявол в песне преподносится как тот, кто открыл путь к свободе и дал истинные знания. «Я молюсь и тайно плачу, потому что без тебя, моего единственного путеводителя, мое прошлое кажется пустым, как небо без Бога». Похожая мысль прослеживается и в первом куплете, где поется о том, что до встречи с Люцифером жизнь не имела смысла. «Нет, я не смогу тихо смириться с этой правдой, доле покориться, быть как до тебя, небо не видя жить». Таким образом, замаскированная под балладу о любви песня на самом деле имеет довольно жуткий смысл. В полной мере он раскрывается в сочетании с видеорядом. Клип показывает 3 всадников апокалипсиса, после которых устанавливается власть Антихриста, а миру приходит конец. Что интересно, в комментариях к ролику можно увидеть преимущественно положительные отзывы. Люди пишут о том, что песня вызывает у них ностальгию, а сам клип называют настоящим шедевром. В итоге зрители бездумно одобряют показанный в клипе сценарий, которому не место в нашей жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.